конференц-зале старинного отеля в центре Сиэтла царила праздничная суета. Фуршетные столы ломились от угощений, официанты мелькали с бокалами шампанского, а из динамиков звучал джазовый кавер на популярные хиты. Это была свадьба Джулии Спенсер, молодой предпринимательницы и основательницы дизайнерского бренда. Все мероприятие было идеально выстроено под Инстаграм. Белые цветы, арка из стекла, платья от модных домов. Джулия сияла, окруженная подругами и камерой своего личного фотографа. Немного в стороне, у столика у окна, почти вне поля внимания, сидела ее сестра Рэйчел Беннет. В неброском, но элегантном платье, с дочерью на коленях, 10-летняя Айви. Они прибыли незаметно и старались не мешать никому, словно просто вежливые гости, а не часть семьи невесты. Но все изменилось, когда Джулия, поднявшись на сцену, взяла микрофон для тоста. Улыбаясь, она оглядела зал и с игривой интонацией произнесла: «Даже моя сестра нашла время заглянуть. Бывшая звезда факультета права, теперь ассистент клерка в городском суде и мама-одиночка. Поднимем бокалы за новые начала». Некоторые улыбнулись, кто-то опустил взгляд. Казалось, никто не знал, как правильно реагировать. Рэйчел крепче обняла дочь и уже собиралась встать, чтобы уйти. Но вдруг поднялся жених Адам Кларк, молодой судья, известный своим принципиальным характером. Он спокойно, но твердо сказал: «Простите, Джулия. Думаю, гости должны знать чуть больше. Рэйчел не просто ассистент. Она прошла экзаменационную комиссию, работая полный день и одна воспитывая дочь. А всего неделю назад она была назначена федеральным судьей, самой молодой в истории нашего округа». В зале повисла гробовая тишина. Все взгляды устремились к Рэйчел. Из зала неожиданно прозвучал детский голос, Айви с гордостью прошептала: «Я знала, что моя мама самая крутая». С этого момента атмосфера изменилась. Юристы, партнеры, старшие коллеги начали подходить поздравить ее. Родители, которые до этого явно держались холодно, теперь стояли рядом, сияя от гордости. Мать впервые назвала дочь не просто по имени, а с уважением. «Это моя дочь, судья Беннет». Через несколько дней Рэйчел принимала присягу в здании Федерального суда Сиэтла. В зале сидели ее родные, включая Джулию. После церемонии сестра подошла первой. Она тихо сказала: «Мне жаль, я была несправедлива. Всегда чувствовала, что живу в твоей тени. А когда у тебя начались трудности, мне стало легче. Но теперь я понимаю, кем ты стала, и горжусь». Рэйчел не упрекала. Она просто кивнула. «Значит, пришло время нам обеим быть собой. Без сравнений, без роли сильной и слабой». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.